С утра просыпаюсь, а на той стороне пруда, смотрите, все белое. У меня первая мысль, что, наверное, перья от утки, что кто-то ее завалил. А это, друзья, пена. Пена от карпов. Сегодня карпы и караси не рестятся. И они так взбаламутили воду. Причем не караси не рестятся, а карпы. Вот карпы кои. Когда ж я от вас уже малька получу, а? Прям 10 сантиметров от берега. Оп, ушел. Доброе утро, друзья, и вы на Черничном хуторе. Чтоб на Пасху хорошо отдохнуть, сесть, успокоиться, надо перед этим очень много всего сделать. Ну и не перетрудиться. Погнали. Начинаем с того, что кормим животных наших. Свинки, как всегда, гуляют на воле. Всю ночь были открыты. Кому мешают дик, да? С молочка будешь зерном молотым? А бочка где? Где бочка? Бочка спит, как всегда. Пошли бочку разбудим. Зинка все съест. А где она? Где-то гуляет. Может, опять гуляет? Бочка, кушать! Терпи. Где подругу отпустила? Где бочка? Бочка! Значит, она так кабана не нашла? Поросяток, которых воспитала свинья, они дикие. Зинка, бочка были первые. И считай, мы их воспитывали, они ручные. А те диковатые. Как в дикой природе. Даже ради еды не подходят. Вот на территорию электропастуха. Вот сюда дик не заходил уже несколько лет. То есть вот он собаки электропастуха боятся еще больше, чем овцы и свиньи. Вот даже если вот ему сказать: Дик, иди ко мне, иди сюда. Дик, ко мне, иди ко мне. Иди ко мне. То есть он где-то 2 или 3 года назад получил один ударчик, и все, он сюда никогда не пойдет. Все, это не его территория. Поэтому здесь наши животные в безопасности. Джинка, а ты что? Как будто ты никогда ударом не получала. Сейчас с утра на улице где-то плюс 12. Но уже солнце светит, в теплице, наверное, будет... Тут уже больше 40. Помидоры все высажены.
Вот перцы еще надо на улицу под спанбон. Ну, уже после Пасхи сделаем это. Валентина сделает, точнее. Ты вскопаешь, я сделаю. Ты можешь пообещать мне, что у нас второй теплицы никогда на хуторе не будет? А вот поэтому она нужна. Вот сейчас, если бы она была бы, я бы уже все высадила бы. Нет, ну, С это... теплицей намного легче. Не нужно натягивать, эти спанбонды покупать. Зашел, посадил и все. И ухаживай. То есть, если забудешь открыть двери в двух теплицах, то в двух хердык всему будет. Не забудешь. Ну вот представьте, вот сейчас не открыть было окна, да, с самого утра. Там уже было плюс 60. Днем, когда будет на улице плюс 20, ну вот один день не откроешь и все. Ему хана будет за один день. Тут самые крупные наши цыплята. Белочка, выходи. А, все вижу. Опять на ночь отдал все молоко козлам. И опять они Козла к себе, а эти пускай пьют. не дают. Он еще злится что-то. Возмущается. Гавкает что-то. Кстати, у них уже такие рога большие. Уже Нас после Пасхи выжги. срочно надо, ну, уже после Пасхи. Угу. О, видишь? А. Подожди, девчонки выпьют, а ты и так себе добываешь, ты огромный козел. Все, нет. Сиди. Белка, бегом убегай. Все, белка. Убегай, пока не успеешь. С этими двумя червячками. Сейчас мне интересно открывать овчарню, потому что знаем, что никто новый не родится и не должен. Проходите, идите гуляйте.
каждым годом все меньше и меньше хозяек пекут Пасху. Но мы пойдем в церковь светить, то Валентина хочет приготовить ее сама. Да? Угу. Я слышал, что уже даже некоторые уже даже и не красят эти яйца на Пасху. Ну там наклейки наклеили какие-нибудь. Вот лентяи. Так мы тоже в том году с тобой не пекли Пасху. В смысле? Такого не было никогда, всегда пекли. Нет, мы в том году уехали, нас не было. А, ну так это у нас была уважительная причина. Ну да. Я люблю печь Пасху. Помните, мне пчеловоду дали курочку с цыплятами. Вот эти цыплята уже большие выросли, несут яйца. Пчела с нами поделился. И есть у него еще такие большие куры, зеленые несут. Кстати, Валентина, я тебе даже не говорил. Что? Вчера с днем рождения нас поздравил. Помнишь, человек, который приехал за утками, а ему с сеновала цыплята упали? Помню. Все, говорит, и утки нормально, одна села уже, и те цыплята выросли, и уже у тех куры цыплята сели, и другая куры, короче, размножаются наши куры везде. Ну, видишь? Так у всех, короче, не размножаются, кроме нас. Сейчас они с нами будут делиться. Слышь, ну ты сейчас сейчас подумают, намек привезут завтра тебе еще кур. Не надо. Свои есть. Рецепт будет в описании? Да. Я думаю, что уже на этот момент все спекут Пасху. Это видео будет всю жизнь в интернете, и поэтому это сейчас 2024 год Пасха, а люди будут в 25-м еще такую, как ты, печь, в 26-м, а в 27-м ты уже всем надоешь своей Пасхой. Я буду новую печь. Я сама каждый год меняю. Но мы разнообразие любим. Мне кажется, Ваня, ты в этом году, в этом сезоне последний раз чистишь печку. Все. Уже май месяц, уже хватит ее топить. Уже, наверное, сейчас... Уже будет тепло. Да, почистишь, помоем и все. И где уже-нибудь в ноябре будем уже топить. Это у тебя дрожжи? Угу. Слушай, ну какая-то замысловатая Пасха у тебя будет. Обычная, как все делают. Ага, с медом? С медом. А мед знаешь, для чего добавляется мед? Чего? Чтобы она не сохла. Ну это какая-то суперсовременная, потому что бабушки наши точно с лимоном и апельсином не готовили Пасху. Ну это очень вкусно. Я помню даже советский фильм. Я не помню, просто как мужчина, просто для беременной жены вроде бы целый фильм, как он лимоны искал, короче. Ты не помнишь такой? Кто-то поймет, о чем я. Я уже маленький был, такой по телевизору все время шел, как лимонов не было где достать в советское время. Овцы подошли к Пульке на еде. Она сама не ест, просто в голову всунула, типа не подходите. Все, корыто занято. Стоит, охраняет его. Типа делает вид, что ест. Хотя аппетита у нее вообще нету. Все ушли. И Булька перестала делать вид, что кушает. Не терпится снять опалубку с наших столбиков. Снимем? Благодаря тому, что мы маслом смазали, бетон вообще не прилип.
к нашей опалубке. Вот. Поотлеплялся сразу. Оп. Что мне нравится, что поверхность гладкая, хоть ты на выставку едь, а здесь края еще и закругленные. Вот этот зрительно намного больше, чем этот, да? Но мы делали все по уровню. Сейчас положим доску и убедимся, беспокоится нам всю Пасху или нет. Ну, должно быть все нормально, да? Просто тут низина, а там бугор. Ну, а сейчас кинем доски, кинем уровень и успокоимся. Вот если бы без уровня заливал одинаковые, вот это было бы проблема и горе. Еще выше, кажется. Поливали пару раз за это время. Уже начинает подходить. То есть это опара подходит, да? Угу. И что, сколько она должна так подходить? Полчаса, может быть. Сейчас зальем цукаты водой тепленькой. А зачем? Ну, чтобы они стали мягкими, набухли, потом их в тесто добавим. И тоже их оставим, пускай стоят. Ох, и премудрости, а. А, ты не весь трешь, чисто корочку? Да, нам нужна только желтенькая кожица. Вот это. Куда это опять уже? Тесто. Все в тесто. Все в тесто. Апельсин и лимон. Я понял. Ну ты их хорошо помыла? Очень. Вот это давай, вот это. Оп, и туда далеко. Ответственный момент. Посмотрим по уровню. Давай поровню вот здесь вот справа. Ага. Вот так вот, а на меня чуть-чуть. Вот так, давай еще следующую так. Вот это наши столбы обвязки. На них будет стоять вся наша, весь наш дровник, да? Ну что, положим уровень, посмотрим, или ровненько. Залито. С виду как будто криво, да? Сварь. Не знаю. Это с виду. Смотри. Оп. Идеал. Челка, по ровной поверхности идешь. Да? Хорошо. Оп.
тоже все в идеале. Отделяем белок от желтка. И 2 яйца целиком. У меня, кстати, вопрос к зрителям. И как раз я прислушаюсь совета, потому что заниматься уже будем не сегодня перед Пасхой, а уже через пару дней. Так вот, вот тут точно такая же десятка пойдет, правильно? Как это скрепить вот с этим? То есть наши деды в старину вырезали бы вот так вот, вырезали, врезали с дерева в дерево. Вот так, я смотрю, даже вот те постройки так сделаны. Ну, современные люди вроде бы просто приложили гвоздя сотку или уголка. Как надежней, как легче. Вот я думаю, как сделать, чтобы потом еще зрители не сказали, что, Дима, ты неправильно сделаешь. На уголок шурупами, на гвоздь или врезаться. Плюс гвоздь. Каких комментариев больше будет, так и сделаем. А сейчас нам надо быстренько сгонять на наш дом в деревню. Там немножко поработать, натянуть потолки. Кстати, видел комментарий. Какая-то женщина написала, говорит, я, говорит, недавно только, говорит, месяц подписана на канал, говорит, я, говорит, вообще не понимаю, говорит, куда они, что они, говорит, на какой-то, говорит, чей-то дом, что-то за дом, куда они ездят? Они что, хотят этот хутор покинуть и строят для себе специально дом там? Специально для новых зрителей ответим. Тот дом мы уже... Фундамент того дома мы залили еще 10 лет назад, а здесь живем всего лишь 4 года. И в том доме мы собирались раньше жить, пока не купили хутор. Сейчас осталось там процентов 20 всего лишь доделать. И мы решили в этом году уже доделать дом до конца, потому что, ну как-то тебя коробит. И надо доделать этот дом до конца. Поэтому доделаем и уже будем спать спокойно. Почему не продаем? Были даже клиенты, и даже вот позавчера звонили, писали. Говорит, мы из Германии хотим переехать в Беларусь, если хотите, можем купить у вас этот дом. Ну, с Валей поговорили, Валя говорит, недвижимость надо продавать только при одном случае, если тебе срочно нужны деньги. А нам деньги пока срочно не нужны, поэтому недвижимость это уверенность в завтрашнем дне. Раз уже мы ее построили, то пускай она там будет. Вот. Просто надо ее доделать.
до конца. Вот и все. Поехали. Приехали на наш дом. Сейчас будем натягивать потолки. Так, заказали мы потолки себе. Прислали нам их через Озон. Фирма Sigma. Сейчас с вами вместе их натянем. Полный комплект. На небольших помещениях может любой непрофессионал себе это сделать. Даже перчаточки нам положили. Мы просто померили размер, отослали, и нам вот прислали такой потолок. Все есть, даже клей положили, молодцы. В комплекте есть инструкция по установке. Тут вот забиваешь и смотришь 9-минутный ролик, и все будет понятно, как самому натянуть. И тут есть еще телефон поддержки. То есть, если мы не разберемся здесь по этой инструкции, то можно с 8 до 17 по московскому времени позвонить и все объяснят. Этот потолок у нас на этот коридорчик заказан. Сейчас постараемся сюда его и установить. Лишнюю пароизоляцию уберем отсюда, удалим, обрежем. Выставим ровненько по уровню. Зарежем углы. У нас 4 угла в коридорчике. Оп. Главное мне сейчас в электрический кабель не попасть. А то Сане потом работы, и меня током долбанет. Последняя. В комплекте идет такая изолента. Можно вот так вот еще наклеивать, чтобы не поцарапать, не порвать полотно. Ну, я думаю, и без нее было бы все нормально. Ну, раз уже положили, то используем.
В комплекте шла платформа для люстры, ее тоже прикрепим. Но они мне дали, кроме такой платформы, еще такие, но они нам не пригодятся. Это для точечных светильников. Нарезали багет по инструкции. Вот само полотно. Мы заказали обычный белый мат. Ну, классика. Но можно заказать даже с фотопечатями. Берем перчатки из комплекта, чтобы не вымазать полотно. Лопатку ихнюю. Комплект очень большой, я вам скажу. На все случаи жизни. Вот даже вот это вот для батареи, если бы у нас батареи со стены торчали. Так, я приведение. Очень хорошо. Обещал производитель сантиметров лишних 10. Отдал вот нам сколько. Все 30. Так что у нас все равно в любом случае получится все. Оп. Оп. А если заказать цветное полотно, то и вставка будет в цвет полотна. Ну все, остался последний штрих. Повесить люстру. Аж ветер подул. Но вот такой вот итоговый результат получился. Вот так можно сэкономить на услугах монтажа. Надо еще брюлики зацепить сюда. Анекдот старый вспомнил. Знаю его лет 20. Муж с женой 2 зарплаты откладывали на люстру. Купили себе хрустальную крутую люстру. Ну и все, пришли домой. Жена говорит, я сейчас по-быстренькому что-нибудь кушать сварганю. А тут говорит, так а я сейчас на стол и повешу люстру тебе. Все, залазит он на стол. Она кушать готовит. Ну и смотрит, с семейников у него вот это торчит яичко. Ну, она тихонечко так заигрывая. Щелк. Короче, падает он с этой люстрой. Разбилась та люстра в дребезги. Она думает, ну все, мне препятствует. Он стоит, жена, не поверишь, говорит, так током долбануло, что ж в левое яичко отдало. Ну, Гуська, ну смейся, интересный же анекдот. Ну, не, ты уже просто его слышала 100 раз. Мы все переживали, что эта бра сюда не вписывается. Но вот так, когда уже и по центру люстры висит, и тут такая же бра. Вроде бы уже ничего, да?
Кстати, в ванне так светло стало, да? Ну, разве что их можно еще заменить вот эти две лампочки на белые. Чтобы здесь был белый цвет, здесь белый. Потому что он очень желтенький, да? Да, отличается. Да, надо просто две лампочки заменить, и все будет тогда и красиво. О, вот включили лампочку с белым светом. Совсем другое дело, да? Так. Каждый раз включаешь, каждый раз новым светом горит. Что за прикол вообще? То есть иногда будет у меня так, иногда так. Ну, эти китайцы дают, конечно, да? Ну вот. Такая люстра у нас на кухне. Мы вот как по картинке видели. На Валбересе заказали. Вроде ничего такая. Все. Полетели на хутор. Сейчас Вадим приедет. Подготовим на плов баранину. Порежем на мелкие кусочки, я ее только что порубал. И замочим, пускай еще в воде полежит некоторое время. Получается, вот в этой корзинке ты понесешь светить все. Да. И ты сейчас собираешь комплект. Да. А что у нас будет? Пасха. Пасха, яичко, мяско всякое, колбаска, яйца. А, да ты тоже ленивая, не красишь, а вот что делаешь. А я не хочу. Зачем? Красить? А мы в детстве с папой в шелухе красили. О, 5 минут и готово. и разноцветные, да. Пластик пошел в нашу жизнь. Плотненько так. Прям так плотненько, вот как яичко это облегает. Мы когда жили в деревне, у нас было, наверное, кур 100-200. И мы продавали яйца от породистых кур. И это, ну, буквально лет 6, наверное, назад. И к нам приезжал человек из Драгичинского района и говорил, что вот в их деревне до сих пор сохранилась традиция
биться яйцами, играться, там всякие игры, там выигрывают целые тазики. И он просто, вот у нас было много яиц, он выбирал самые крепкие, об зуб, все, цесарины, утины, всякие разные брал, помнишь? Вот. Интересно, а вот напишите в комментариях, есть еще такие деревни, вот, где реально еще вот по традиции выигрывают яйца, ну то есть настоящая традиция сохраненная, где сохранились эти игры. А то у нас сейчас даже дети стукнутся тем яйцом и яйцо не едят. И положат, да. Положат, пойдут колбасу дубасить с чипсами. Вадим привезет специальную такую установку, которая может в фундаменте просверлить отверстие для канализации. А для канализации отверстие нам надо сделать в овчарне, свинарнике и в комнате, где будет стоять рукомойник. И мы должны выкопать 3 больших ямы. Алло, бочка идет. О, и Вадим как раз подъезжает. Нам в 16:00 надо ехать сюда в церковь посвятить Пасху. Это буквально на полчасика, да? И надо получается, мы как сделаем? Мы разожгем костер, костер до того, как уедем, приедем и сразу начнем делать плов. А пока уедем, надо высверлить эти дырочки. Или поставим до отъезда плов. Да? Пока Сейчас, нас не будет. если успеем, да, и отверстие высверлить. Пробуйте, это уже Пасха, Валя, вот это вот творожное, она сама ее напекла. Она без муки. Без муки вообще? Или вы не свеченое не кушаете? Все кушаю. Я сделаю потолки натягивали. Васька, я вас приглашу по лесу погуляли, свежим воздухом. Вы взяли репелленты от комаров? Ну, заехал в магазин, в Темру сюда заехал, куда пшикнул. Угу. На такой высоте нормально плюс-минус будет или ниже? Туда, наверное, сантиметров оно будет 10 ниже. Нуля. Нормально. Ты знаешь, нормально. Канализация наша никогда не замерзает, если правильно уложена. Если, то есть ее хоть поверху ложи. Можно ниже, только надо будет почистить это здесь, подбить. У меня лопатка есть на перфоратор. Могу. Да не, нормально, все, нормально. Нормально я выкопал, да? Ну да, вроде все хорошо. У нас с тобой немного времени успеть приготовить плов. Сейчас успею. Вань, можешь еще одну яму выкопать? Ого. Пошли.
Все, тогда плов на мне. Да, делай плов. Вот это центр следующей ямки. Здесь еще будем сверлить. Дима, вода подключена? А? Вода подключена? Да. Ну пробуй, да. Ягнятина почти готова. Наверное, уже все можно закидывать, да? Да. О, то может мы до церкви все успеем еще здесь сделать. Я тебе сказала, мы все успеем. Женщина может делать 100 дел. Так ты сегодня 150 сделала. Может и 100. Ты робокоп какой-то. Мне недавно попалось видео с одного кулинарного канала. Там тоже девушка готовит плов. Но она такая, какой-то профессиональный кулинар. Говорит, я, говорит, какие, говорит, виды только не готовила, как только нет. И всегда кто-то под комментарий напишет, вы неправильно плов готовите. Это у вас не плов, а каша. Да-да-да. Так что, если у вас сейчас кто-то пытался писать, что это не плов, а каша, можете себя не утруждать. Мы все равно не обидимся. Вы нас не цепанете. И воды на сантиметр выше, чем риса, да? Хотя тут казан, в казане, может, это же не как в кастрюле, хватит. Главные ингредиенты такие для плова: зира, барбарис, перец чили, чесночок. Димка, доставай эти доски. Уже все кипит. Ну да, Хватит. чтобы не сгорело. Он должен томиться. Все, ждем. Вы не представляете, как я хочу уже этот плов покушать. Мы в этом году и первый раз готовим на природе плов. Соскучился страшно. Пахнет на всю улицу. На улице у нас маленькая, один дом. Карпы выныривают. Очень жалко, что камера не передает, как ходит по верху рыба. Через видео
Не так это красиво. Как будто в каком-то в парке. И ее тут так много лишней. А сколько еще на дне. А сётры ж не поднимаются. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Василий, только не говори, что не кушаешь баранину. Я. Вот и все. Пока что все успеваем. Дырки 2 высверлили, еще одну. Получилось, даже не успел остыть, пока мы съездили. Все вкусно. Мясо как не баранина. Я бы не сказал, что это баранина. Вот тут у нас живут цыплята. Валя говорит, иди дай еды тем. Я говорю, каким тем? Ну тем, выросшие во тьме, называет их. Давайте их попробуем сейчас перегнать в другую клетку. У нас свободная клетка есть на солнышке. Дадим им там еды, воды. Сейчас, ребята. И пускай к ним фазаны, павлины привыкают. Мы часто уезжаем в город, и скорее всего вот на эту павлинику напал коршун. Посмотрите, она какая-то странная такая. У нее, если так крылья держит плотно к телу, у нее такие не припущенные. Вроде бы и кушает, и питается. Вот, я близко подошел. Или она на один глаз перестала видеть. Или ей в голову настучали. Мы часто уезжаем в последнее время. И вот мы приезжаем, а там вот столько перьев. Идите посмотрите. Вот. Это в любом случае не утка, не дик. Это, скорее всего, ей на голову спустился коршун. Сделать он с ней ничего не смог, потому что она крупная. Но за неделю не сдохла. Что-то ходит, клюет, но какая-то вот такая о. Но она вначале даже не кушала. Уже немножко легче. И глаз у нее был покалеченный, я мазью мазала. Ну да, вроде чуть-чуть легче становится, да. Но все равно она какая-то пришибленная. Хоть бы все было с ней нормально.
вы наконец-то увидите все, что тут есть вокруг. Вырастили во тьме. Как-то вас надо отсюда выгнать. Вот так вот пойдете. Выходите, не бойтесь, выходите. Выходите, выходим. Выходим в новый дом. Не бойся. Тут походу 7 петухов Да, одни петухи. Да, 8 петухов и 2 курицы. Всего лишь 2 курицы и 8 петухов. Ну и как нас размножать? Как так родиться можно? Будут у нас одни петухи песни петь. Давайте, на новое место идите. Мы в шоке. Вот 2 курицы. Идите. Давай. Идите. Джину боятся, смотри, вполне. Дик сам зашел и сам гавкает. Сам себя загнал. Дети, будете жить уже на травке, на солнце. То мы завтра уезжаем на целый день. Вы хоть траву покушайте. Я вам уже еду, воду и воду вашу поставил. Для того, чтобы вы шли как домой. О, давай. Заходим. Оп. Оп. Все. Сейчас они привыкнут ко всем. И павлины к ним привыкнут, тогда они будут в голову их бить. Павлины уже на них смотрят искося как-то, да? Загородим, чтобы ветер не гулял им. Сквозняка не было. Вот так вот. Затишье какой-нибудь будет. О, сейчас. Вы вросли в землю уже. Сейчас я вас представлю. Не бойся. В травку идешь. Может, выше туда их подними? Нормально. Потом опять передвинем. Все, ходите гуляйте. Да. Воды свеженькой. Что они тут сделали? На, воды. Солнце ушло, и комары не дают овцам даже выйти из сарая. Будем обрабатываться, ребята.
Да вы не понимаете, что я вам делаю легче? Вы думаете, что я над вами издеваюсь еще хуже, чем те комары, да? Запах креолина похож на деготь. Специально делаю большую толстую струю, чтобы меньше мимо летело. Все куда надо. И издалека туда можно попадать легко. Все, едете кушайте в безопасности. А то я только что наблюдал такую картину. Выбегает овечка, ложится на живот, чтобы ее за живот никто не кусал. Быстро ест траву лежа и назад забегает. А за ними рой летит, и они пытаются чем быстрее покушать. О, уже роя нету. На такую вонючку рой не полетит. Ну, 3 вот таких отверстия выпилили сегодня. План выполнен. Одно отверстие в овчарне, одно в свинарнике и одно в комнате, где будет стоять гидрофор с бойлером. Вот. В это отверстие уже вставляется канализационная труба сотка. Там канализационное кольцо. И будет вся влага, нечистоты с этого здания уходить у нас. Ну все, завтра уже Пасха. Алиса, разбуди меня завтра в 8 утра под песню Жека «Тысячи дорог». Принято. Поставила будильник на завтра в 8 часов утра. Отличный выбор. Вас разбудит Евгений Григорьев, Жека, песня «Тысячи дорог». Алиса, а ты знаешь, что такое черничный хутор?
Знаю, Черничный хутор – это блок семейной пары Вали и Димы, которые живут в деревне недалеко от Кобрина в Беларуси. В блоге они рассказывают о своей жизни, делятся интересными историями и советами. Выключи свет, я буду спать. Спокойной ночи. Забыла выключить. Алиса, выключи свет. Давайте точно биться яйцами. Давайте. А давайте не глядя, каждый возьмет. Я так и хотел, Давай, потому что зубы просто надо так беречь. нечестно. Они вот маленькие, всегда целые, сильные. Все, ладно, хорошо. Ну, со всей силы давлю, чтобы мне никто не разбил. Симушка. Давай попками, ладно, еще. Моя попка самая сильная. Как ты бронебой. Не разбей. Ну все, семья, друзья, дорогие зрители, поздравляю вам с этим большим, одним из самым главным праздником в христианстве, со Святой Светлой Пасхой. Да. Желаем вам счастья, любви, Здоровья. благополучия. Христос воскрес! А ну-ка все в телевизор долбанули. А прикинь, сейчас какой-нибудь ребенок и даст. Не бейте, ладно. Все, всем пока. Пока-пока.